Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Узорах простых, сложных, средней сложности, связанных из одного мотка, так скажем, ниточек, из разных моточков ниточек разной расцветки, да, из секционного окрашивания ниточек. Узорчиков очень много. Чтобы вы не запутались, для вашего удобства узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Так что заходите на главную страницу в раздел плейлисты и смотрите видео. Новички, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. И вы поставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам за это огромное. Много разных стран, много разных городов. Это очень приятно. Я сегодня с новыми ниточками, с новым узорчиком. С ниточками мы с такими работали, да, а вот расцветочка новенькая. Итак, называются ниточки Alize Angora Gold. Что это за ниточки? Смотрим. Состав у них 80% акрил, 20% шерсть. Крючок нам советуют брать от 2 до 4. Я беру 3. Сегодня взяла вот такую рабочую лошадку, чтобы цвет не сливался. 3 мм. Вы для себя подбирайте. Хотите узорчик поплотнее, берете крючок потоньше. Хотите узорчик попышнее, повоздушнее, порыхлее, берете крючок потолще. Итак, цвет, кому интересно, смотрите, 462. Сразу говорю, на камеру передается цвет ярче, насыщеннее. На самом деле он более спокойный. И вот здесь, смотрите, производители нам показывают, что данные пряжа хорошо смотрится в шалях, в палантинах, в накидках. Да, действительно это так. Шали, палантины, накидки. Но вы не ограничивайте себя, свою фантазию. Вы можете данную пряжу использовать где захотите. Итак, приступим. Кто давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Но сегодня у нас пряжа потоньше, да, крючок у нас потоньше, и поэтому мы сегодня с вами сделаем и количество петелек побольше. Раппорт узорчика будет 11 петелек, и мы с вами, получается, наберем 45 воздушных петелек. Договорились? Итак, все как всегда. Для начала нам необходимо сделать петельку фиксации. Делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы потом их не считаем. Итак, 45 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот такой у нас будет образец. Далее по узорчику у нас идут воздушные петельки и новички. Для того, чтобы вы не ошиблись, да, в самом первом ряду, я предлагаю вам сделать вспомогательный ряд. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем в эту 5-ю петельку столбик с накидом. И далее в следующую петельку цепочки опять делаем столбик с накидом. И вот так вот идем по порядку по всем петелькам цепочки и делаем столбики с накидом. Опытные мастерицы могут перемотать и приступать непосредственно сразу к узорчику. А мы с новичками будем делать столбики, потому что мне будет так вам удобнее показывать. И в свою очередь вам будет удобнее считать по верхушкам столбиков, нежели по петелькам цепочек, потому что в самом начале, скажем, опыта вязания крючком это будет сделать сложновато. Все, смотрите. Я, получается, набирала 45 воздушных петелек, значит, у меня должно получиться 45 столбиков с накидом. Если вы набирали больше, то, смотрите, контролируйте себя, значит, должно быть больше. Если меньше, то меньше. И не забывайте, что самые первые 3 петельки подъема, да, которые мы провязывали, это, получается, тоже имитация столбика с накидом. То есть сейчас, смотрите, я провязала сколько столбиков? Первый, считаю его, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Понятно? 11 столбиков. Все, провязываю до конца ряда, и вы тоже вместе со мной. А в конце ряда я вас встречаю, и приступаем уже к узорчику. Договорились? Давайте. Встречаю вас в конце ряда. Итак, вот наш вспомогательный ряд готов. Вот такая вот ровненькая, красивенькая дорожка. Далее что мы делаем? Приступаем уже к самому узорчику. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее 1 воздушная петелька по узорчику. Получается, по итогу мы набрали 4 воздушные петельки. Далее накид. И сюда же, в этот же столбик, откуда только что сделали воздушные петельки, ныряем и провязываем столбик с накидом. И у нас получается с вами вот такая вот маленькая рогаточка. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
в столбиках пропускаем 4 столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующий столбик опять ныряем, делаем столбик без накида. То есть у нас получилась вот такая вот как бы маленькая арочка. Понятно, да? Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Отсчитываем 4 столбика в нижестоящем ряду. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же опять ныряем и опять провязываем столбик с накидом. Вот наша рогаточка. Понятно? То есть получается, здесь мы сделали такую, ну, маленькую рогаточку с одной воздушной петелькой. Так? А здесь уже полноценная с 2 воздушными петельками. Дальше идет только повторение. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Тут как раз ниточка, видите, маленький узелочек. Потом ниточку отрежу, кончики. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять в следующий столбик провязываем столбик без накида. То есть сделали вот такую вот маленькую-маленькую арочку. Понятно? У нас как бы будут чередоваться рогатка, арка. Рогатка, арка. Понятно? Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. И все. И вот так вот до конца ряда. Понятно? У вас должна получиться вот такая вот картина. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите. Вот ряд наш практически готов. Как мы заканчиваем ряд? То есть получается после нашей арочки должна идти рогатка, да? Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4 столбика пропускаем. А 5-й это у нас получается 3 петельки подъема. То есть мы с вами ныряем в 3-ю петельку подъема. Провязываем столбик с накидом. И здесь у нас получается мы провязываем точно так же, как и в начале ряда. Будет всего лишь только 1 воздушная петелька. Делаем 1 воздушную петельку. И сюда же нырнули и провязали столбик с накидом. То здесь будет такая вот мини-рогаточка. Понятно, да? Далее что делаем? 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И 1 воздушную петельку по узорчику. Итого получается у вас 4 воздушные петельки. А дальше смотрите, что делаем. Накид. Ныряем вот в эту, получается, нашу рогаточку, да? Вытягиваем ниточку, подтягиваем ее и держим на крючке. 1. 2 раз точно так же. Нырнули, вытянули, держим. 3 раз. Нырнули, вытянули, держим. 4 раз. Нырнули, вытянули, держим. Вы можете делать и 5, и 7, и 10 раз, да? В зависимости от того, какого вы хотите получить эффект. Но знаете, что сейчас мы будем с вами делать пышный столбик. Чем больше накидов, чем больше петелек, тем больше ниточек съедает. Но зато эффект будет круче, конечно. Итак, провязываем все практически до конца. На крючке остаются 2 петельки. И 2 петельки вместе. Оп. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Еще раз точно так же делаем пышный столбик. Накид. Нырнули сюда же, в эту же арочку. Вытянули ниточку, держим на крючке. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали практически до конца, да? 2 петельки оставили. Теперь 2 петельки вместе. Оп. Вот, у нас получилось 2 вот такие вот шишечки, пышные столбики. Далее что делаем? Сразу же перепрыгиваем вот в нашу, получается, вот эту вот арочку и делаем столбик с накидом. Есть 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же возвращаемся опять в арочку и делаем столбик с накидом. То есть мы сделали рогаточку. Понятно? Далее, смотрите, сразу же перепрыгиваем вот в эту следующую рогатку и будем провязывать не 2 таких пышных столбика, а уже 4. Поняли, да? То есть здесь у нас получается половинка нашего, как бы, нашей арочки, вот именно с нашими пышными столбиками. Итак, ныряем в арочку. 1. Потянули ниточку. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Провязали. 2 петельки оставили. 2 петельки вместе провязали. 2 воздушные. 1, 2. Опять накид. Сюда же ныряем. 1. Накид. Сюда же 2, 3, 4. Все вместе провязали. 2 петельки остались. Потом 2 петельки вместе провязали. Опять 2 воздушные петельки. Такой же 3-й пышный столбик делаем. 1, 2,
3, 4. Все вместе провязали, 2 петельки провязали. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И последний 4 пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, 2 петельки оставили и 2 петельки провязали. То есть у нас, получается, сформировалась вот такая вот, как бы, ну, назовем его веерочек из пышных столбиков, да? Вот такая картина. Далее сразу же мы перепрыгиваем в следующую маленькую вот эту арочку и провязываем в нее рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2. Понятно? Вот. И так далее до конца ряда. То есть получается, там, где рогатка, будут 4 пышных столбика, вот этих вот. Не забывайте, между столбиками пышными, да, вы будете делать по 2 воздушные петельки. Сделали пышные столбики, рогатка. Пышные столбики, рогатка. И здесь, получается, будет 2 пышных столбика. Здесь я вас встречу и покажу, как заканчиваем ряд. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, все ровненько, аккуратненько. Вот мы начинали с 2 пышных столбиков, так, и наш ряд заканчивается также 2 пышными столбиками. Сделали 2 пышных столбика, далее 1 воздушная петелька, и вот у нас здесь с вами были 3 петельки подъема, и мы присоединяемся к 3-й петельке подъема и провязываем обычный столбик с накидом. Все, ряд закончился. Далее воздушная петелька, поворот, и мы сюда же ныряем в этот же столбик, верхушку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот, помните, у нас между, получается, нашими пышными столбиками здесь было 2 воздушные петельки, здесь мы сделали 1. Так вот, в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где у нас была наша рогаточка, так, наша рогаточка, вот, мы также продолжаем сюда вязать рогатку. Нырнули, столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Понятно, да? Вот, над рогаткой рогатка. Далее что мы делаем? Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А теперь будьте внимательны. Вот у нас получается 4 пышных столбика. 1, 2, 3, 4. И получается 3 арочки. 1, 2, 3. Так вот сейчас мы с вами ныряем вот именно во вторую арочку. Сразу же провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же ныряем опять. И опять провязываем столбик без накида. Понятно? То есть мы сделали вот такую же арочку, которую мы делали, вот, помните, в самом начале. Понятно? Вот она, рогаточка, рогаточка, арочка, арочка. А здесь в самом начале ряда, получается, мы сделали, ну, мини-арочку, так скажем, да? То есть мы, получается, сейчас повторяем полностью первый ряд, но просто с небольшим смещением. Понятно? Давайте еще раз. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Над рогаткой делаем рогатку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот у наших пышных столбиков самая центральная арочка. Мы в нее ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки и сюда же столбик без накида. Понятно? Все. То есть вы провязываете точно так же, как первый ряд, но он просто у вас сместился. А так ничего сложного. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Будет красота. Итак, смотрите. Вот, провязали до конца ряда. И у нас, получается, мы заканчиваем. Вот, помните, да? Пышный столбик, первая арочка. Вот, вторая арочка центральная. Она у нас, получается, маленькая, из одной воздушной петельки. Поэтому мы ныряем в эту арочку, провязываем столбик без накида. Так. Если мы делали здесь 3 воздушные петельки, сейчас сделаем всего лишь только 2 воздушные петельки. И смотрим, вот наши 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Ныряем в 3-ю петельку и провязываем столбик без накида. И так у нас заканчивается наш ряд. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. У нас получается, если вы помните, да, получается, там, где у нас была арочка, будут рогатки. То есть здесь у нас арочка, значит, здесь у нас будут 2 ряда рогатки. Поэтому 3 петельки подъема сделали. Сделаем всего лишь 1 воздушную петельку. И сюда же, получается, вот нашу вот эту маленькую арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. И у нас будет мини-рогаточка. Есть? Далее, сразу же, не набирая воздушных петелек, делаем накид. И вот в эту рогатку провязываем наши пышные столбики. 4 пышных столбика. Итак, нырнули. 1, 2,
3, 4. Все вместе провязали. 2 петельки оставили. 2 петельки вместе, 2 воздушные. И опять второй столбик такой же. 1, 2, 3, 4. Провязали. 2 петельки провязали. 2 воздушные петельки опять. 1, 2. Третий столбик делаем. 1, 2, 3, 4. Провязали 2 петельки, 2 воздушные. Еще раз, четвертый столбик. 1, 2, 3, 4. Провязали 2 петельки. И теперь сразу же перепрыгиваем, да, вот нашу, получается, арочку. И будем делать здесь рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки. И столбик с накидом сюда же 2. И опять перепрыгиваем в рогатку и начинаем здесь провязывать пышные столбики. Понятно? Вот. Все. То есть здесь вы провязываете пышные столбики, рогатка. Пышные столбики, рогатка. Пышные столбики, рогатка. Угу. Давайте до конца ряда. И видите, вот в шахматном порядке получается. Вот наши пышные столбики, и между ними далее идут пышные столбики. Понятно? Все, несложно. Давайте. До конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, видите, в шахматном порядке, да? Между, получается, нижними находится один всего лишь верхний веерочек с пышными столбиками. Между двумя нижними один верхний. Ну, красота. Итак, как мы заканчиваем? Вот наши пышные столбики. И здесь получается у нас маленькая арочка. Мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик с накидом 1. Далее 1 воздушная петелька, не 2, 1. И далее у нас здесь были 3 петельки подъема, да, и получается столбик без накида. Вот мы в столбик без накида ныряем и провязываем наш столбик с накидом, как бы вторая часть нашей рогаточки. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И точно так же мы делаем 1 воздушную петельку по узорчику. То есть всего 4 петельки, получается, мы сделали. Ныряем вот нашу эту арочку и делаем столбик с накидом. Вот. Мы сделали как бы вторую нашу рогатку. Далее, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вспоминайте, да? Вот наши 3 арочки. 1, 2, 3. В центральную ныряем, делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Ныряем сюда же, в эту же арочку, и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где наша рогатка, мы будем делать рогатку. Готовимся, получается, к веерочку. То есть в нашей последней рогатке будет веерочек, да? 2 воздушные петельки и сюда же еще один столбик с накидом. Вот. Понятно, да? То есть какая у вас будет картина? Арочка, рогатка, рогатка, веерочек. Арочка, рогатка, рогатка, веерочек, да? Видите? Арочка, рогатка, рогатка, веерочек. Все, красота. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяйтесь к центральной, получается, арочке и провязывайте столбик без накида. 3 воздушные петельки и столбик без накида. Понятно? Все. Давайте до конца ряда. Так, в конце ряда я вас еще раз встречу. Итак, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. И здесь, получается, у нас будет наша мини-рогаточка, да? То есть в последнюю вот эту арочку, рогаточку провязываем столбик с накидом 1. 1 воздушную петельку, не 2, так? И получается, вот в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. Видите? Мы точно так с вами провязывали в самом-самом первом, получается, нашем ряду. То есть теперь мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вспоминайте. И здесь у нас была всего лишь 1 воздушная петелька, да? У нас как бы пол веерочка такого нашего будет. 1 воздушная петелька. И начинаем провязывать наши пышные столбики. Понятно? Все. Теперь у вас, получается, повторяется точь-в-точь именно самый первый ряд. Понятно? Все, 2 воздушные петельки и так далее. Вот, здесь вы провязываете 2 пышных столбика. Далее идет у вас рогатка. Далее у вас будет 4 пышных столбика, рогатка. 4 пышных столбика, рогатка. 4 пышных столбика, рогатка. И 2 пышных столбика. Поняли, да? Вот. И обратно возвращаетесь. То есть смотрите на предыдущие ряды и так далее. Гуляете, гуляете, потому что мы с вами уже полностью провязали весь вертикальный раппорт узорчика. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков.
Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какой получается интересный узорчик. Тут вам и пышные столбики, тут вам и ажурчик. Красота. Узорчик, естественно, за счет воздушных петелек будет тянуться. Это будет очень красивый палантин, это будет шарф, это может быть кардиганчик, кофточка, да, скажите. Это и снуд может быть, в зависимости от пряжи, которую будете использовать. А также это может быть что? Это могут быть летняя кофточка, топичек, согласитесь, да? Узорчик двусторонний, что одна сторона, что другая. Смотрите, какая вам больше нравится, такая сторона у вас будет лицевая. Ну класс, скажите. Давайте замерим. То есть, если я набирала 45 воздушных петелек, да, это же пряжа, это же крючок, это же плотность вязания, то это будет у меня, ну, 21 сантиметр. А тут получается 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, тоже 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 13 рядочков. Это у нас получается, ну, 14 с хвостиком сантиметров. Класс, шикарно. И смотрите, очень удобно можно заканчивать, да, изделие. То есть сделали, например, вот эти все арочки, рогаточки, и тут же провязали столбиками. Столбиками с накидом, без накида, как захотите. Класс. Смотрите, очень необычно. Да? Если кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали данным узорчиком. А кто еще не вязал, давайте включайте идеи, да, что можно непосредственно связать с данного узорчика. Очень будет интересно почитать. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового и интересного. И под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками в разных соцсетях». Делитесь. Заранее спасибо большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.